Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Как вы узнаете, что это ваша судьба? Многие меня спрашивают в комментариях. Давайте будем разбираться. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Абсолютно тупиковая ситуация в вашей жизни. Смотрите, этот тупик может проигрываться. У кого-то это по работе, у кого-то это может быть тупик, неопределенность в чувствах, в личной жизни, у кого-то два в одном. То есть у всех будет разная ситуация, поскольку это общий расклад. Но я вам скажу, что вы вот ностальгируете о прошлом. Это может быть, допустим, часто вы вспоминаете, грустите, скучаете о прошлом. Это может быть и прошлая семья, прошлая женщина, бывшая женщина. Это может быть даже вот иногда ностальгия по родителям, особенно если они ушли в мир иной. Это может быть даже, я не знаю, там по детству, у кого как. Вы живете такой вот спокойной, размеренной жизнью. Я не могу сказать, что у вас там страсти, чувства, эмоции кипят, бурлят. Наоборот, как-то вот, как будто у вас все застопорилось. Да, вот кардинальные перемены у вас произошли в жизни. Однозначно, кардинальные перемены. Причем это касается женщины, да, с которой сейчас вы не общаетесь, либо же очень редко общаетесь. Женщина, которая вас обманула, которая сейчас далеко. Очень много боли и страданий она вам принесла. Поэтому как-то вы не очень-то и спешите устраивать личную жизнь. Но тем не менее, еще какая-то, вы знаете, то ли это грусть, то ли это какой-то осадок у вас осталось. Причем, еще я вам скажу, у вас довольно сильно развитая интуиция. Вы чувствуете людей, вы разбираетесь хорошо и в женщинах. И даже то, что вот ваши отношения как-то, ну, пошли наперекосяк, что ли. Вот вы это почувствовали. Вы почувствовали тот холодок, который между вами произошел. Вы настолько, вы знаете, вы чувствуете людей вплоть до того, что вот бывает там даже, ну, я не знаю, по работе, допустим, познакомились, да, что-то там, какие-то связи по работе, где угодно. И вы понимаете, насколько вам комфортно, некомфортно, какой-то человек. Другое дело, что вы не всегда обращаете еще внимание на вашу интуицию. Вот я бы вам советовала настоятельно всегда чувствовать и слушать интуицию. Потому что мы довольно часто, вот именно мы вот этими своими мыслями, да, вот обмозговыванием, которое мы так часто любим, мы забиваем, заглушаем нашу интуицию, а потом, когда получается так, как мы чувствовали, мы сами себя ругаем и говорим: да я же так чувствовал, да, либо же чувствовала, если это женщина. Поэтому прислушивайтесь, она наш верный советчик. Вы такой вот человек компанейский, вы очень гостеприимный. Кстати, еще может проигрываться, что вы любите блондинок. Это тоже момент может быть. Да, это не принципиально, но тем не менее вот как-то могут вам больше нравиться блондинки. Кардинальные перемены в вашей жизни, которые произошли, они реально вот поменяли всю вашу жизнь. Это может быть и ваш жизненный уклад, это может быть и распорядок дня, это может быть даже, я не знаю, там переезд какой-то куда-то на большое расстояние, да. У кого-то это смена работы может быть. Ну, то есть, вот даже внутренне, кстати, вот после вот этого разрыва, после обмана с женщиной, вы даже внутренне можете ощущать сами, что вы изменились. Вот вы стали не таким, каким были прежде. Даже могут окружающие вам говорить, что ты стал другой, ты не такой. Что-то в вас поменялось, да? Может быть, вы стали поспокойнее, кто-то наоборот стал более вспыльчивый, кто-то стал замкнутым. Ну, то есть у каждого свои качества будут. То, что вы стали другим, это однозначно. Я не говорю, конечно, что вы кардинально поменялись, нет. Но вот что-то в вас, как будто, знаете, вот как говорят, надломилось что-то, внутри вот поменялось. Итак, давайте-ка посмотрим,
что же будет в личной жизни у вас и вообще как вы будете узнавать, чувствовать эту свою единственную, неповторимую. Еще какой-то период вам, конечно, взгрустнется. Вот взгрустнется, причем вот вы знаете, вы такой человек, который вы верите в судьбу. Знаете, как говорят обычно такие люди, что вот если мне суждено, значит я встречу. То есть можно не суетиться, мне судьба пошлет женщину в любом случае. Ну вот вы из таких людей. Я не могу сказать, что вы что-то особо делаете. Вот знаете, вот ну, получится познакомиться, получится, не получится, ну, еще лучше. Вот как-то вы особо этим не заморачиваетесь. Конечно, еще осадочек у вас есть. Причем, я вам скажу, даже если вы давно уже разошлись с вашей женщиной, этот осадок, ну, некоторых может идти даже до конца жизни. И то недоверие к женщинам, и та злость вообще ко всему женскому роду, и такое бывает. То есть вот эти моменты, они очень сильно стопорят новые отношения у людей. Поэтому вот смотрите, во-первых, вы полагаетесь на судьбу, во-вторых, еще вам хочется, знаете, вот, ну опять же, это на уровне ваших каких-то мечтаний, фантазий, я не знаю. Вы были бы не прочь, если бы женщина сама вот взяла вас в оборот. Вот у кого-то это может проигрываться излишняя скромность, да? У кого-то это вот то самое недоверие к женщинам, которое есть, какая-то растерянность, да, какие-то вот опасения, а вдруг не получится, а вдруг снова больно будет, а вдруг предадут, а вдруг там, я не знаю, обманут, изменят и так далее. То есть вы, в принципе, вот как-то внутренне, может быть, даже подсознательно, потому что, знаете, вот наше подсознание, да, оно нами управляет, но мы этого не понимаем, что это идет все наши действия, вот они идут из подсознания. Поэтому вы были бы очень даже не против, если бы женщина какая-то вот, ну, которой вы понравились, да, вот начала знакомиться активно, которая, ну, там, я не знаю, чуть ли не телефончик у вас взяла. То есть, ну, вы знаете прекрасно, что есть такие с наглецой, вот такие открытые женщины-охотницы. Потому что, ну, самому как-то вам не особо хочется, потому что вот эта психотравма, она не дает вам покоя все-таки. Так, что же будет дальше? У вас, смотрите, у вас появится женщина, которая будет как раз той самой женщиной-огонь, которую вы ждете. Так. Смотрите, во-первых, это будет какое-то знакомство во время, ну то ли это будет застолье какое-то, дни рождения, там, я не знаю, корпоративы, празднества какие-то, что угодно. Ну то есть где будет компания? Может быть, вы там с друзьями, приятелями на шашлыки куда-то выедете, там на природу, на вылазку, куда угодно. И вот именно это будет в компании, там, где будут и другие женщины. Но вот опять же, вы ее почувствуете, опять же, сердцем и душой, что это ваша женщина. Смотрите, будет какая-то такая ситуация. Ну, смотрите, допустим, вот вы увидели ее, и у вас, знаете, бывает мысль, что вот она, или это моя жена будет. Вот бывает, да, вы, может, слышали там по телевизору, вот многие люди об этом говорят, да, и в жизни говорят, я слышала. Вот вроде бы первый раз ты видишь человека, ты понимаешь, но ты просто как-то, я не знаю, интуитивно чувствуешь, что вот она. Вот, во-первых, еще раз говорю, слушайте свою интуицию. Вам подскажет интуиция, что это именно ваша женщина. Это будет блондинка, женщина довольно активная. Она будет, ну так, плюс-минус ваш возраст. Женщина, ну, очень такая активная, она интересная с виду. Такие женщины обычно нравятся мужчинам, она сексуальная. Вот знаете, бывает, женщина пройдет по улице, и вслед ей все мужчины оборачиваются. Вроде бы и не супер раскрасавица, но что-то такое манящее, да, вот то ли это походка, подача себя, да. Вот приблизительно такое есть, вернее, будет, да, мы на будущее смотрим, будет и в этой женщине.
То есть вы ее почувствуете, ребят, еще раз делаю акцент, обращайте внимание на интуицию. Плюс она еще сама, вот скорее всего, она сама первая, то ли разговор заведет, да, вот как-то вот она проявит себя, она сделает первый шаг вот во время вот этого застолья, либо там празднества, я не знаю. Она как-то начнет более активно себя вести. Причем еще, знаете, может проиграться такая ситуация, что вот вы познакомитесь, да, допустим, там в компании, а потом вы как-то вот разговоритесь, и она предложит, а пойдем прогуляемся вдвоем, да? И вот вы пойдете и уже будете как-то общаться вдвоем, вы будете уже вот именно наедине, знаете, вот такое ощущение, как будто вот сбежали вдвоем ото всех. Сбежали, причем вот она с первой встречи, да, вот она просто вот, ну, в хорошем смысле слова, она разобьет вам сердце, ну, то есть вы влюбитесь в нее. Но опять же, вот эти ваши страшилки, вот эти ваши опасения, что а вдруг не получится, а вдруг не такая, не сякая, ну, то есть опять себя накручивать. Так, плюс еще у вас будет почему-то страх, что у нее вдруг есть мужчина. Хотя нет, у нее мужчины нет. Она тоже была предана, предательство имею в виду, предательство мужчины. У нее был мужчина такой обеспеченный, в принципе, неплохо зарабатывал. Но у нее тоже настроено серьезные отношения. В этом вы сойдетесь. Абсолютно она будет свободной на момент вашего знакомства. Она будет настолько, вы знаете, вот, я не знаю, ну вот женщина-зажигалка, хочется ее назвать. Она мало того, что она очень активная, она очень светлая, очень веселая. С ней интересно, вот знаете, с такими людьми очень интересно даже просто поговорить, общаться. Это человек всесторонне развитый. Она очень сексуальная, я вам скажу. Она большая мастерица в интиме, что тоже немаловажно. Потому что вы прекрасно знаете, что многие женщины, ну, кроме позы бревно, да, Ленин в мавзолее, других они не знают. Это же зажигалка везде, ну, я имею в виду не со всеми, господи. То есть она готова всегда и везде. У таких женщин никогда голова не болит. Вот она такая, знаете, вот реально вы ее почувствуете. Вот почему я постоянно говорю, слушайте интуицию, слушайте свои ощущения. Вот она как будто вот ну настолько на одной волне, так как ваша реально вторая половинка, вот по ощущениям. Как будто вот вы при первой встрече, да, ощущение, что вы ее всю жизнь знали. Очень редко такое бывает, но тем не менее бывает. Смотрите, еще такой момент. У вас могут даже вот эти самые страсти начаться чуть ли не с первой-второй встречи. Но я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. То есть особо вы оттягивать не будете, потому что вот эта искорка, которая загорится между вами, она вспыхнет в огонь. Она вспыхнет в большой огонь. Абсолютно кардинально поменяется ваша жизнь. Вы постоянно, вот у вас это перейдет в отношения, вы будете 24/7 с ней на телефоне, вы будете постоянно встречаться. Когда вы не вместе, допустим, это будут ежедневные какие-то постоянные звонки, смски, постоянно на связи. Ну, то есть это, знаете, вот, ну реально как будто гром ударил вот в самое сердце, да, вот стрела Амура ударит. Человек, без которого, ну вот вы просто не будете себя, ну, знаете, как говорят, я не мыслю свою жизнь без этого человека. Вот приблизительно из этой серии. Да, сейчас некоторым это кажется, да, это очередная сказка, да, такого не бывает, да. Но поверьте, ребят, бывает в жизни все. Если вам до сих пор не встретилась такая женщина, то, ну, значит, вам пока не повезло. Но такие женщины бывают. Вы будете абсолютнейшим победителем. У вас падает и любовь. Да, будут некоторые сомнения в этих отношениях. Но настолько это будет, знаете, и активные такие отношения, и страстные. Это будут отношения, но о которых, наверное, можно только мечтать.
когда гармония и в интиме, гармония и в душевном родстве, да, потому что вам будет легко и приятно общаться с первого взгляда, с первого слова, да, вот именно с первой встречи. Будет абсолютнейший комфорт просто. Абсолютное такое, знаете, состояние, что вот это мой родной человек. Я не знаю, было у вас такое ощущение или нет, но поверьте, такое ощущение есть. Вот ты абсолютнейше энергетически чувствуешь, вот мой человек. Напишите в комментариях, были у вас такие ощущения по жизни когда-нибудь с женщинами. Поэтому я вам всем желаю поскорее встретить ту самую единственную, да, и не забывайте, что вы ее почувствуете сердцем и душой. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!